не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, она горела столько раз. Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира: любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу. Премьера фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова состоялась в конце 1979 и вскоре он стал лидером проката следующего года. Сюжет советской мелодрамы рассказывает о судьбах трех девушек из провинции, приехавших в столицу учиться, а также в надежде обрести личное счастье. Многие звезды кино, снявшиеся в ленте, к сожалению, уже ушли из жизни. Умершие актеры фильма «Москва слезам не верит» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области в семье актеров. В 3 года потеряла отца, после чего мать увезла ее в Кривой Рог. Позже семья переезжала в Узбекистан и Алтайский край, где Алентова окончила школу. В 60-м году дебютировала в театре, сыграла роль Майи в постановке «Иркутской истории» в Орском драматическом театре. В 65 году окончила школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила до конца жизни. Была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым. Их дочь – актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Умерла Алентова 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Сообщалось, что ей стало плохо на церемонии прощания с коллегой, и причиной смерти стал инфаркт. Алентова исполнила главную роль Екатерины Александровны Тихомировой, которая приезжает в Москву из провинции, строит карьеру и проходит путь от рабочей до руководителя. Эта роль принесла ей всесоюзную известность, звание народной артистки России и государственную премию СССР. Гоша! Привет. Поздновато возвращаете, все. Профсоюзные дела, что ли? Я тут 2 часа торчу. Зачем? Повидать захотелось. Актер Алексей Баталов воплотил в картине образ Георгия Ивановича, Гоши, избранника Екатерины Тихомировой. На счету исполнителя больше 80 ролей. Кроме того, Баталов был известен как режиссер, сценарист и педагог. Он также снимался в фильмах «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Чисто английское убийство» и других. Умер Алексей Владимирович в возрасте 88 лет в июне 2017 года. Последние недели жизни актер провел в больничной палате, куда попал с диагнозом перелом шейки бедра после падения. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? Следующий актер фильма «Москва слезам не верит» Борис Сморчков появился в фильме в роли электрика Николая, мужа Тоси. Также он снимался в таких лентах и сериалах «Горячий снег», «Ширли-мырли», «Дальнобойщики». Всего в его фильмографии больше 60 работ. Борис Сморчков служил в театре «Современник» и преподавал актерское мастерство в студии Олега Табакова. Киноартист ушел из жизни в возрасте 63 лет в мае 2008 года. Причина смерти и другие обстоятельства в СМИ не уточнялись. Смотри, Катерина! Где? Вон, смотри, Ой, сидит. точно! Точно она! Ой, смотри еще раз! Точно! В роли известного хоккеиста Сергея Гурина в фильме снялся актер Александр Фатюшин. Его дебют в кино состоялся в 1974, когда он получил роль в ленте «Осень» постановщика Андрея Смирнова. Фатюшин также запомнился зрителям по другим своим работам, в таких картинах как «Служебный роман», «Кровь за кровь», «Петербургские тайны». Его жизнь оборвалась в Москве в 2003 году в собственной квартире, когда ему было 52 года. Причиной трагедии стала остановка сердца. Известно, что актер перед этим заболел воспалением легких. Я и так себя как в пьесе какой-то чувствую. Она ждет ребенка, а он не хочет. Он подлец, а она святая.
Только у нас с тобой немножко другая ситуация. Это ты меня обманула. Персонажа по имени Рудольф Родион Рачков, ставшего отцом Александры, сыграл актер Юрий Васильев. Его сердце остановилось в результате инфаркта жарким летом 1999 года, когда артисту было 59 лет. До конца жизни он работал в Малом театре в Москве, а в кино Юрий Николаевич играл преимущественно второстепенные и эпизодические роли. Известность к артисту пришла после фильма «Журналист», а съемки в картине «Москва слезам не верит» подарили ему новый виток популярности и всплеск народной любви. Всего в фильмографии исполнителя около 40 работ, в числе которых ленты «Летучая мышь», «Мы из джаза», «Валентин и Валентина». Ну что, встали, пошли. Продолжает список ушедших из жизни актеров фильма «Москва слезам не верит» Валентина Ушакова, сыгравшая мать Николая Анну Никитичну. Знаменитость скончалась после инсульта на 88-м году жизни в октябре 2012 года. Зрители помнят ее по ролям в других фильмах: «Запасной игрок», «Любовь земная», «Служебный роман», «Зависть богов», а всего на счету знаменитости больше 70 работ в кино. Смородинка с прошлого года прижилась. Это я сейчас посадил. Вот клубничка, крыжовничек. А вот Михаила Ивановича, отца Николая, сыграл Виктор Уральский. В его творческой биографии также значатся роли в лентах «Операция И» и другие приключения Шурика, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Большинство его экранных героев были второстепенными и не запомнились зрителям. Киноартисту принадлежит любопытный профессиональный рекорд. За годы карьеры в кино он снялся в 11 фильмах режиссера Леонида Гайдая, наравне с Георгием Вициным и актрисой Ниной Гребешковой, женой постановщика. Однако Виктор Владимирович играл только эпизодические роли. Персонажи часто были бессловесными, а его имя иногда даже не указывали в титрах. Артист последние годы жизни тяжело болел и умер в возрасте 83 лет в марте 2009 года. Общежитие слушает. Тетя Даш, здрасте. Какую Людмилу? Здесь Людмил много. Актрису фильма «Москва слезам не верит» Зою Федорову зрители помнят по роли вахтерши тети Паши. Также знаменито снималась в фильмах «Музыкальная история», «Фронтовые подруги», «Свадьба в Малиновке». В списке ее творческих работ почти 100 кинокартин. Жизнь актрисы трагически оборвалась в декабре 1981 в возрасте 71 года. Она погибла от рук неизвестного убийцы в своей квартире, но обстоятельства этого преступления так и остались нераскрытыми. Сама Зоя Алексеевна еще при жизни говорила, что если с ней что-то случится, следует считать это делом рук КГБ. А вот это вы на отдыхе все. А вы где этим летом? В Крыму отдыхали? Роль матери Рачковых в картине сыграла актриса Евгения Ханаева, дочь советского оперного певца Никандра Ханаева. Популярность и народная любовь к исполнительнице пришла после съемок в ленте «Розыгрыш». Также она играла на театральной сцене и снималась в фильмах «Идеальный муж», «Блондинка за углом», «Загадочный наследник». Евгения Никандровна ушла из жизни в ноябре 1987 года, после того, как перенесла операцию на позвоночнике, который повредила, попав в ДТП. Слушай, у тебя кардан стучит. Стучит, да? А я все надеялась, что мне кажется. Стучит. Завершает список умерших актеров фильма «Москва слезам не верит» Олег Табаков. Народный артист сыграл роль бывшего любовника Катерины Володи. Также он известен как режиссер, педагог и руководитель Московского художественного театра имени Чехова. В его фильмографии более 120 киноработ, в числе которых картины «Война и мир», «Достояние республики», «17 мгновений весны». Олег Павлович скончался в марте 2018 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ.